Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. 500-й подписчик получит от нас 500 рублей. 12 месяцев. Сразу уже говорю, это женская сказка про взросление женского. Угу. Опять начинается с жестких условий достаточно у человека. Ну, если смотреть вот так, как оно есть. То есть нет семьи. То есть историю умалчивают, как она осталась сиротой. В принципе, сюжет достаточно уже известен. Да? Мы Уже банален, да. рассматривали сказку «Морозко», и там тоже есть Точно такое же начало. сиротинушка, да, то есть или у нее есть отец, Угу. и ее берет другая, у нее становится другая мама, то бишь мачеха. На дворе зима, Угу. за окном холода трескучие. Ну давай, о чем это? Разморозку чувств. Угу. И то, что это возможно, даже когда все заморожено. Да. Не было вообще намека, чтобы что-то разморозилось, ведь уже зима прям полноценная была. Там. Да. Чтобы дверь открыть, надо было дверь лопатой очищать снег. Угу. То есть прям конкретно шла зима. И тут мачеха решила от нее избавиться. О, это так понимаю, избавиться. Иди-ка ты, дорогая падчерица, найди-ка нам цветов зимой. Ну, не избавиться, а просто вот у мачехи возникла такая фантазия. Хочу зимой цветов. Да. При этом сервиса доставки цветов она не знала, куда звонить. Это сейчас можно цветы в любое время, без 12 месяцев. А тогда Да. поищи. Давай, наверное, соприкоснемся с таким символом, как подснежник. Как ты думаешь, что это такое? Вообще мачеха, да, достаточно интересный всегда герой в сказках и герой во внутреннем мире. И она всегда холодная, максимально. Да. И она все время куда-то посылает. Всегда. Всегда зачем-то или куда-то посылает. Выпихивает из дома. Да, то есть что мачеха делает, по сути? По сути, она говорит, иди-ка ты развивайся. Да, Ты мне здесь надоела. да. Нам тут И тесно. всегда этот момент, всегда этот посыл ведет к чему? Ведет к развитию человека в результате. Мгм. Встречает она там всякие препятствия, неудобства Ну, и она преодолевает их. Какие препятствия, неудобства? Ну, Она во-первых, всегда зима. добирается до ресурса и замуж выходит еще. Ну, тем более. Вот. Но вначале-то она пугается этого, как же лес, там темно, холодно и вообще Ну, там всегда, страшно. когда что-то новое, неизведанное, там вот Мгм. миллион подписчиков новое, неизведанное, боишься? Ну, уже нет. Я уже, да, давайте подписывайтесь, будет у нас 1 000 000 подписчиков, это хорошо. Ну, то есть всегда что-то такое, которое невозможное, да, зимой цветы это невозможно. Абсолютно, особенно подснежники. Подснежники, да. Да любые цветы, ромашки тоже не очень как-то Ну зимой. да, согласен. Не только подснежники. И вот мачеха ее выпинывает из дома. То есть, с одной стороны, мы можем сказать о том, что мачеха это такой корявый персонаж, который желает зла, чтобы она там замерзла. А с другой стороны, она делает только лучше. Она расширяет ее зону Она комфорта. говорит, добудь то, что невозможно. Мгм. И самое интересное, добывает. То есть, по сути, мачеха в нее верит больше, чем все остальные. Что сможешь, детка? Притом сама детка вообще даже не понимает, что возможно, это невозможно. Безоценочное суждение. Да, она идет и делает. То есть у нее нету такого, она сидит и думает, сейчас в лес пойду, да не найду я этих. То есть сомнений Ага. нету. Нету у этой героини, сомнений нету. Просто брать и Она делать. выполняет то, что ей наказано. Не крутит у виска, не осуждает, там, не еще что-то, а просто делает. Не дерется с ними. Да. А вот какую роль выполняет дочь этой мачехи? Она же как подстрекатель там больше. Ну, это всегда такая Вредная часть другая такая. часть, теневая часть, которая вот как раз-таки наоборот ничего не делает. Угу. Это всегда показывается, что если ты не делаешь, если тебя опекают, то что с ней в конце случается? Замораживается. Она замораживается, да, то есть эта часть, она куда-то исчезает, ну или в собак превращается, то есть в инстинктивную часть встраивается. Угу. То есть вот разные аспекты могут по-разному раскрываться. Ну, так или иначе, она не получает развития своего, она где-то застревает в каком-то состоянии. Ну а смысл чему развиваться? Детской инфантильной части? То же самое мы можем увидеть в «Девочке со спичками». Хорошая сказка.
Хорошая сказка. И вот мачеха, верит она или нее или не верит, но она говорит, иди и принеси мне подснежников. А подснежники, я так понимаю, это символ, во-первых, женский, который первый цветок расцветает. Иди-ка мне принеси, я хочу напитаться. Это про уязвимость, про тонкость. Это самые первые цветы, которые еще, ну то есть еще даже лес не пробудился, трава не пробудился. А вот это вот тонкие, светлые, это про душу. Даже про душу? Конечно, ну такой символ очень такой тонкий, уязвимый, нежный, ранимый. То есть войди в контакт со своей душой. В замороженном лесу. Конечно. В бессознательном вот таком Конечно. замороженном. Иди-ка Да. найди. И она находит. Встречая там 12 героев, 12 Сначала месяцев. она находит огонь. То есть она замерзает, но каким-то образом она видит, что где-то есть огонь. То есть Мгм. в ее душе начинает, в ее психике начинает разгораться искренность. И она ее направляет в нужное Дух. направление. И вокруг этого духа собирается опять-таки 12 месяцев. Мгм. Каждый со своим характером, со своим... Да, то есть здесь 12 месяцев можно интерпретировать как родовую систему, родовую структуру, мужское родовое, которое поддерживает. Вот в сказке «Серебряное копытце» же там в едином персонаже, Мгм. а здесь вот такая усиленная сила, аж в 12, в таком цикле, в круге, в целостности, такая целостная, хорошая мужская сила, В центре огонь, который... который в центре огонь, да, которая... Вот там прям круг и огонь, то есть дух, целостность, приди к своей целостности, найди свою уязвимость. Мгм. А ведь часто люди очень боятся показать, проявить уязвимость. Вот это самое страшное, что а вдруг меня в этом месте растопчат. И вот с этими мыслями как раз растапчут в этом месте. Конечно. А здесь вот наоборот, вот это вот, да, вот прояви, возьми, собери в корзину. Корзина же емкость. Мгм. Заполни эту уязвимость, емкость. А вначале да, наберись смелости увидеть это. Конечно. Потому что чаще всего лучше не видеть, чем... Уязвимость всегда замораживают. Да, притворяешь, что это неуязвимость, это где-то там. Да, ну, принято же, я сильный, надо быть сильным, надо быть сильным. А на самом деле, А потом херак, и сердце это остановилось. конечно, на самом деле, когда ты знаком со своей уязвимостью, ты знаком со всем миром. Ты можешь все, ты можешь проявлять любые плоды своего творчества. Потому что если ты с ней знаком, тебя никто не может Ранить. ранить, да. И она не то, что она их видит, она подходит к ним, она к ним с уважением подходит. Ну, конечно, это же Потому такая что сильная... сила. Да. Ну и банально, если рассматривать вот просто человеческие отношения, что это незнакомые люди, надо с уважением. То есть тут даже учат вот так вот. Проявляй Да. уважение к окружающим. Она соблюдает иерархию. И иерархию соблюдать Вот к тому же. очень важно быть на своем месте, очень важно соблюдать свою иерархию. Когда ты пришел в гости, ты пришел в гости. Мгм. То будь гостем, а не хозяином. И да, проявляй уважение. Проявляй уважение. Да. То есть сказка и о внутреннем, и о внешнем тоже. Конечно. Абсолютно. Ну, конечно, у сказки всегда несколько слоев. Мы не можем сказать, что сказка только об этом. Ребят, вот только так расшифровывается сказка. Нет. Нет. Будут разные уровни. И будут разные уровни восприятия. То есть кто-то сможет воспринять более высокий уровень, а кто-то не сможет. Это Мгм. нормально. И будет топить, подбирать под себя, подгонять под себя. Обесценивание. И это мы иногда видим в комментариях. Бывает. Тоже хорошо. Всяко бывает. Но человек Если проявляется. человек увидел свое обесценивание, Понимаешь, самое классное, что посмотрел, нашел время, посмотрел, уделил, что-то тронулось же. Внутри тронуло. отозвалось. Отозвалось, да. Просто так не будешь смотреть. Так, и она вот с уважением к ним пришла в этот круг, Мгм. рассказала, зачем она это пришла. Спросила, во-первых, такое возможно. И да, действительно, они уступили ей время, Мгм. поменялись местами Мгм. месяца. То есть о чем это может говорить? О том, что если ты очень сильно веришь и очень сильно хочешь, чтобы Мгм. что-то было, и прилагаешь усилия дойти до этого огонька и попросить обитателей в округе, Мгм. то все возможно. Из будущего ты можешь привнести в настоящее. И это тоже, да. Ну, с марта поменялся с январем Мгм. или апрель. Да.
Апрель поменялся с январем, февралем, мартом. То есть это даже говорит о том, что ты можешь творить чудеса, если Конечно. сильно веришь и идешь к этому. Да, Как там говорят, если очень сильно захотеть, можно в космос улететь. да. Я сомневаюсь, что Гагарин летел через силу в космос. Но он хотел этого и Ну попал. вот ты представляешь, да, люди верили, что можно выйти в космос. На определенном этапе не верили, а потом вот поверили, что да, такое возможно. Да. Ну, все время где-то что-то не верят. И все время какое-то А сомнение потом было. это будущее приходит в настоящее. И уже отодвигается граница возможного мышления. То Да, есть да. расширение какое происходит. Расширение, конечно. Сейчас у нас в начале, ну, отклоняюсь немножко от сказки, но это тоже полезно. Была Луна в поле зрения, Мгм. а сейчас уже Марс, более далекая планета. 4 Мгм. года лететь. И уже думают, как города строить там. Мгм. Я сомневаюсь, что до Луны очень так задумывались о том, что можно ли построить город на Марсе. Ну да, постепенно, ну, расширение сознания происходит постепенно. И также и в сказке произошло постепенное расширение. Мгм. Она вышла, испугалась, но все равно пошла. Она Преодолев шла. свой страх. Да, преодолевала свои страхи, Сталкивалась с холодом своих. заглянула в темный лес бессознательного, Да, темные уголки бессознательного. увидела там огонь. А это можно назвать темная ночь души, вот то, что она пошла в темный лес? Да, можно. Можно и так назвать. Мало того, что сирота, так еще и вот на тебе там сверху темную ночь души. Иди, Но расти. обычно мы всегда на каких-то моментах, на каких-то подъемах, да, осиротеваем. Мгм. То есть, когда в нашу жизнь стремится новый опыт, которого не было в родительской системе, то ты становишься сиротой. Этого же опыта нету. А, Тебе надо этот опыт брать. а можно еще вот такой вопрос у меня появился. А когда мы получаем в опыт сверхопыт того, которого не было еще в роду, ну, вот начало, Мгм. да, и когда тебе говорят, что ты какой-то не такой стал, это можно назвать, ты начинаешь ассортировать в этом моменте? Ну да, начинаешь сепарироваться. Еще больше, да, Ну, получается? конечно. Ну, ты Когда становишься тебя вообще не уже узнают, что ты... другим. Мгм. Да, ты становишься другим, в принципе, для семейной системы в том числе. Но при этом родители не перестают быть родителями. Иерархия продолжает соблюдаться. Ну, просто ты становишься другим. Да, Условно и говоря, тебя- копал картошку, стал программистом, и ты уже другой. Да, и тебя начинает, ну, то есть здесь заново начинает выстраиваться взаимодействие. Мгм. Важно тебя воспринять другим, не тем, у которых были фантазии родительские. И тебе надо тоже подстраиваться под то, что родители не те, на которых ты фантазировал, что вот мама такая, а они другие, они тоже взрослые люди со своими тараканами, такой же, как другой взрослый человек со своими тараканами. И соблюдая иерархию, находить вот Да. точки соприкосновения Ну, в первую очередь, почитать родителей, отца и почитать, мать свою, да? конечно, за одну простую элементарную вещь. Они дали тебе жизнь. Мгм. А как вот ты живешь, это твоя ответственность, это не ответственность родителей. То, что могли, родители дали. Ну да. То есть вопрос все время во взрослости в том, как ты воспринимаешь других людей, в первую очередь родителей. Если ты их принимаешь и воспринимаешь, то это и в контакте с ними, то это вообще шикарно. Да, не осуждаешь, не злобишься на них, а понимаешь, что тебе дали все, что могли. Не обижаешься, что что-то не додали. Ну, если обижаешься, то это еще детская Да, позиция. инфантильная. Конечно. А про это у нас есть сказка, посмотрите там. Детская инфантильная позиция. ВКонтакте получила Мгм. подснежники, Мгм. напиталась невероятно, она прошла Мгм. это, поняла, Мгм. что это возможно, расширила свой кругозор, в общем, поднялась конкретно вот из начального состояния своего, вернулась и вызвала бурю зависти. В первую Ну, очередь у этой дочери мачехи, конечно, это что она, нормально. что такое, почему ты только это попросила, раз ты их встретила. Мгм. Она Ну. и как сказал, ты дура, вот я бы точно попросила то, Но что это надо. же тоже история из жизни, да, когда ты добиваешься каких-то таких успехов, там, да, в каком-то своем мастерстве, кто-то другой обычно приходит, да, что ты фигней страдаешь, я бы это сделал лучше. Тут как раз тоже момент роста. Очень Да. тяжело пережить успех, особенно чужой. Людям, которые не развиваются. Но успех всегда труд. Вот любой успех — это все время какие-то непрерывные действия. Мгм. Даже, ну, я тут сейчас буду какую-то такую интересную вещь говорить в плане того, что даже мошенники, они прежде чем
взять себе какое-то финансовое богатство, они предпринимают. Там это целая история, куча ходовок для того, чтобы тебя держать на этом Уровни уровне восприятия. восприятия, да. То есть это тоже труд, как странно бы это ни звучало. Конечно, только он такой вот Просто своеобразный. негативный, конечно. Либо мастер, который делает прекрасно свою работу, неважно в каком поприще. Вообще неважно. Просто Мгм. берет и делает. Ты делаешь, в какой-то момент в твоей жизни приходит успех. Да, главное быть... И обязательно в какой-то момент приходит тот, кто говорит: да чё фигня, я могу лучше. Обязательно. Мгм. Это нормально. Это тоже точка роста для того, кто делал. Мгм. А вот принять то, что другой сделал, увидеть колоссальный рост, увидеть сильное развитие, как кто-то делал, ну, это тяжело, это тяжелее. Мгм. Человеку всегда проще ам, Осуждать, да? не то что осуждать, принять горе другого. Вот если тебе плохо, я тебя пожалею. А вот порадоваться вместе — это вот уже немножко другой момент. А это ты имеешь в виду, когда один достигает успеха, и ты с ним радуешься, да? Да, да, Искренне радуешься. искренне, конечно. Говоришь, какой ты молодец, классно. Ну, представляешь, вот, ну, вот в жизни же много людей достигают Мгм. успеха, и в каких-то, иногда даже в мелочах, но и это бывает обесценивают. Да, там для кого-то, ну, приготовить макароны как нечего делать, а для кого-то это целый такой сильный процесс. Мгм. Ну, раньше, кстати, для меня такой был сильный процесс. Ну вот, видишь, и ты радовался, а тебе кто-нибудь приходил и тут же обесценивал. Что за фигня, что ты макарон сварить не можешь? Ну, я этот момент все равно радовался. Я хоть и их не доварил, Ну, но я это сделал. вот. Ты все равно радовался, но люди-то, видишь, они по-разному. И здесь то же самое. Такой внутренний подъедающий аспект, он все равно существует, который тебя постоянно Задеть пытается, пытается. да, критиковать. А я могу лучше. Мгм. То есть, или ты бы мог бы лучше. Чего ты радуешься? Ты бы лучше мог. Чего фигню какую-то? Ну и что тебя на 20% повысили? Ну и что ты стал менеджером? Ты можешь лучше. И вот это вот можешь Может стать лучше, президентом, да. да, оно постоянно сидит у тебя в голове, и никак оно не выскакивает. И пока это не примешь, получается, оно тебе будет мешать. Ты будешь об него спотыкаться, я так понимаю. Конечно. Пока оно не трансформируется. Ну, типа вот какой-то девочке. Можешь, ты иди, пожалуйста, вот тебе Да, корзинка. да, да. Она и даже не отговаривала. Да, да, пошла. А получается, сама героиня, она ее приняла с ее вот этими рассказами. Конечно, она говорит: ну, пожалуйста, вперед. Угу. Можешь, ради бога. И вот она Флаг тебе в пошла. руки. Да. Да, ну вот здесь вот интересно то, что разнятся мультик, очень разнятся мультик и сказка, да, в мультике там чуть больше персонажей, и Мгм. там они по-разному превращаются, и там очень-очень много всего. Там еще есть кольцо, вот это в мультике достаточно сильный элемент, потому что в этом месте героиня приходит к целостности. Но если рассматривать сказку и смотреть, где в сказке есть кольцо, то тот самый круг из 12 месяцев и является кольцом, и является символом целостности. А еще кольцо — это там, где горит костер. Ну, и где горит костер в том числе. И мачехина дочка, другая героиня. Мгм. Она идет, видит опять же этот огонек, приходит Мгм. к нему, то есть она доходит до этого, понимает, что это возможно. Вот она их увидела, но она обращается там как хозяйка. Да. Она не готова столкнуться со своей уязвимостью. Мгм. Не готова принять это даже. Да, у нее другие цели. Она говорит: напитайте меня, дайте мне еды. Как Марфушенька из «Морозко». Хочу, Да, хочу. напитайте. Такая детская часть, не напитанная еще часть, не готова соприкоснуться с чем-то большим. И они ее замораживают для лучших времен М, по сказке, по Да, классической. пока так. Ну, а в мультике они там превращаются в собаку, уходят в инстинктивные части, На служение. защищающие на служение. Да. И вот эта основная героиня, Да, она в этом моменте вырастает окончательно, дозревает. дозревает, там в сказке рассказывается, выходит замуж, и у нее есть прекрасный сад, в котором она взращивает разные виды цветов, в том числе есть и груши, и яблоки. Ну, то есть сад, который она начинает проявлять свою красоту, Женственность. женственность, да, плодоносящесть, и может напитывать.
И может еще и родить. Да, и в гости к ней приходит периодически 12 месяцев одновременно. То есть она в контакте со своей такой мужской духовной частью. Причем со всеми. Вот. Со всеми они вместе приходят. То есть оно внутри соединено. Не с кем-то конкретным, а со всеми вместе. Мгм. Очень сильная сказка. Конечно. Классная. Хочется сказать, а какая была не сильная. Да, они все сильные, но вот Разные развороты, разные, разные да. грани. Разные грани сказок, разные развороты. просто и разные испытания даются героям, чтобы обрести целостность. Так в жизни разные, по-разному идут люди. Мгм. И у каждого свой путь Получается, все мы идем к одному и тому же. к костру. Через разные пути. Да. Кто-то едет на дачу через Францию, У кого-то и дача во Франции. а кто-то и дача во Франции. Да. Но все идут к одному и тому же. Да. К целостности. К целостности, да. Поэтому узнаете еще больше интересного на нашем Да. канале. Пишите в комментариях, о каких сказках вы бы хотели услышать. Порассуждать вместе с нами, посмотреть под разными углами. И обязательно подписывайтесь, потому что 95% тех, кто нас постоянно смотрит, не подписываются на канал. А если вы подпишетесь, вы будете узнавать о наших выпусках первыми. Да. А еще у кого-то появится замечательная возможность стать на 500 рублей богаче. 500-й подписчик получит от нас Да. 500 рублей. Все верно. Спасибо, что были с нами. Да, всем пока-пока. Всем пока.